Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Сергей Станкевич на связи прямо сейчас. Сергей Борисович, здравствуйте. Здравствуйте, Александр. Приветствую нашу аудиторию. Напоминаю, что я миротворец, христианский пацифист и гостеприимный хозяин телеграм-канала «Станкевич объясняет». Добро пожаловать. Начать наш сегодняшний разговор я предлагаю с 50 дней Трампа как явление. Уточнил свою позицию вчера, или у Трампа еще сегодня, собственно, президент Америки. В общем, никаких наступательных вооружений. Он ни за кого, ни за одну, ни за другую сторону. Хотя пресса уже просто разорвала Трампа. Смотрите, он вступил в войну, он уже наладил поставки. Это война конкретно Трампа, а не Байдена. Как вам видится, вот эта ситуация и вот этот анонс 50 дней, хотя Трамп говорит, может быть и раньше, это ультиматум или пожелание, выполнить которое сам лично Трамп, не может? Трамп, на мой взгляд, сделал выбор. Может быть, самый важный выбор за все свое вот это второе невероятное президентство. Он оказался в какой-то момент, к середине этого лета, в роли Витязя на распутье. Помните этот классический васнецовский сюжет? Да? Только там Витязь был у камня, на котором были написаны разные варианты. Налево пойдешь, направо пойдешь. А у Трампа другая ситуация. Он оказался не у дорожного камня, а у края пропасти. И в эту пропасть его усиленно толкали. Усиленно эта пропасть называется эскалация. Крупными буквами, капслоком. Эскалация. И эти буквы, если выстраивать видеоряд, они должны так запылать магмой раскаленной. Да? И пропасть тоже должна быть наполнена такой раскаленной магмой и клубами мрачного дыма. В эту пропасть, собственно, Трампа и толкали усиленно. У него сидели на шее, ему стучали по голове в красной кепке, ему пели в уши. Происходила удивительная совершенно спецоперация в средствах массовой информации, которые в значительной степени глобалистами сейчас все еще контролируются, ведущие СМИ. Там спецоперация какая была? Приписывать Трампу желаемые намерения. Какой Трамп молодец, он это сказал, а он это не говорил. Какой Трамп молодец, он решил пойти в наступление, он уже двинул оружие, оно уже приближается. А он ничего этого не делал. Но эта накачка постоянная, он это сделал, он молодец. Он наконец решился, он герой. Он снова с нами, он снова на светлой стороне истории. И эта накачка медийная, ежедневная, она, конечно, на него давила. Почему? Потому что Трамп фатально медиазависимый человек. Он очень внешний человек. Ему очень важен внешний успех, некое одобрение. Эта героизация при жизни, она ему важна. Собственно, на это его фундаментальной психологической слабости и играли. И в эту игру даже действующий президент Украины Зеленский вписался, поняв свою роль, и тоже вложился в эту игру. Какое-то время казалось, что Трамп поддался. Он психологически сломался. Он пополз туда, в сторону этой пропасти под названием эскалация. Еще немного, и он распечатает не только пакет Байдена, оставшийся от него, там $3,5 миллиарда, сейчас вроде бы еще остались, да? Но еще и выделит собственные деньги. И коготок увяз. Дальше всей птичке пропасть. Дальше он пошлет какое-то оружие, которого еще не было на поле боя. Это психологически очень важно. Когда-то он послал джавелины, о чем он часто вспоминает. Сейчас он нечто подобное сделает. Да? Сейчас он пошлет оружие, которого еще не было. Джасмы.
эти самые знаменитые крылатые, довольно эффективные, относительно новые ракеты, в отличие от всех прочих, в отличие даже от патриотов, которые там корнями уходят в 70-е годы или, в лучшем случае, в 80-е. А это ракеты гораздо более современные, ракеты 21 века, эти JASM. Причем там есть версия, которая на 350 километров летает, а есть и такая, которая 900 покрывает, а если повыше поднять самолет для пуска, то может и на 1000 полететь. Ракеты, приспособленные под F-16, которые уже имеются у Украины, и вот сейчас он их поставит. Понятно, что ход войны не изменится, но появятся эффектные кадры. И это будут кадры, которые все будут соотносить с Дональдом Трампом. Удары по Москве, удары по Петербургу, вот этими самыми джасмами. Вот. Ну и прочее, и прочее. Значит, психологическое давление возрастало. Давление возрастало и через агентов этого международного глобализма внутри движения МАГА. Линдси Грэм там суетился очень сильно. И этот знаменитый печально законопроект Линдси Блюменталя был фактически уже на стартовой площадке. И вдруг все-таки каким-то невероятным усилием воли Дональд Трамп остановился в 3 шагах от пропасти под названием эскалация. А почему вы называете это загадка, пропастью? над которой стоит подумать, что ему помогло. Давайте уточним. Какой-то внутренний круг помог. Минутку еще, вот я закончу просто. Внутренний круг помог. Или его могучий инстинкт выживания, самосохранения и продвижения сработал. Это вопрос. Давайте уточним, почему вы называете это краем пропасти? Ну вот смотрите, ведь абсолютно же 4-й год войны нам предоставляет мнение, предоставляет, да, людоедское, но, ну, скажем так, представление о том, что, как это, ну, мир через силу же, значит, надо показывать силу. А где показывать силу? Конечно, против Путина, который его разочаровал. И о чем Трамп трубит, ну, уже, наверное, 2-ю неделю. Трамп говорит о разочаровании. Были некие ожидания, они не сбылись, и он этим отсутствием исполнения своих ожиданий разочарован. То есть он разочарован, строго говоря, отсутствием прогресса, как он однажды уточнил. Это не значит, что он поставил крест на Москве и на главном человеке в Москве, как на возможном партнере для некого геополитического взаимодействия. Крест он не поставил. Но он разочарован отсутствием прогресса, легкого прогресса. Это не получилось. Да? Не получилось войну, проигранную Байденом, не получилось продавить на ничью легко. Да, есть некое разочарование, но это не значит, что он должен складывать оружие. Вот оставим пока под знаком вопроса, что помогло Трампу удержаться от того, чтобы упасть в пропасть. Почему эта пропасть? Давайте ответим на этот вопрос. Потому что если ты пошел на эскалацию, причем на эскалацию в конфликте великих держав, в какой-то момент, когда ты 2-3 шага уже сделал, ты стал заложником этих шагов. И эскалация тебя втягивает и с какого-то момента начинает тобой управлять. Ты теряешь управление механизмом эскалации, который самораскручивается, и она начинает тобой управлять. У тебя диапазон возможных решений предельно сужается. Вот таковы законы военно-политической эскалации, когда участвуют великие державы. И нет никого со стороны, кто мог бы повлиять и тебя остановить. Вот Трамп может со стороны повлиять на противостояние России и Украины. Он со стороны может. А если Трамп ввяжется в эскалацию, то его уже никто не сможет остановить. Назад пути не будет. Поэтому, да, эскалация – это гибель. Ведь он же не добился бы результата. Он же не развернул бы ход истории и ход событий. Ведь исход войны уже понятен. Он непонятен только немногочисленным идиотам, которых мы просто оставляем в стороне, или лукавым лжецам, которые делают это по должности или за деньги. Не признают уже очевидного исхода этой проигранной войны. Причем проигранной Западом за счет
Украины. Так вот, он же понимает, что никакая эскалация ход событий не вернет. Вот. Поэтому не хочет туда влезать, не хочет погубить собственное президентство, списать его вот на эту затею, в которой нет ни одного жизненно важного интереса, собственно, для Америки, о чем сейчас кричат патриоты МАГА, начиная с Такера Карлсона. И у него совсем другие планы были на собственное президентство, он совсем другими вещами хотел заняться, а теперь все ухнет в этот страшный котел, в эту пропасть. Ни за что, ни зачем. Его просто могут втянуть. Что-то его остановило, и это что-то... Спасибо тебе. Сергей Борисович, какая-то странная диспозиция вырисовывается. Знаете, как вот такое ощущение, что развеялся туман вот этой розовой радости, да, и все как бы там, вот, все, это же новый механизм, значит, Европа побежала, спотыкается покупать оружие для Украины у американцев, платит, расчехляет там, как бы матрас разрезает, кубышку расчехляет, и вот дает, а американцы поставляют, ну и все, скажем так, ободрение тотальное в украинской там, экспертной среде и, скажем так, средствах массовой информации. Однако какие-то очень, как бы, жуткие новости пошли именно сегодня. Вот уже прошло, получается, это уже на вторые сутки, да, после встречи Рютте и Трампа. Значит, Рютте и Трамп, похоже, решили, не люблю такие выражения, но тем не менее, взять на понт Путина. То есть, смотри, говорит Рютте. Там про историка Мединского вы как историк тоже, если интересно, прокомментируете, конечно. Да, за честь историков я постою. Это да. Но, говорит, Путин, я бы был на твоем месте, я бы принял эти условия. И вот это все, понимаете, обхаживание, расчет на то, что условно страны-партнеры БРИКС, с которыми Россия торгует и взаимодействует, они как бы вот встрепенутся, скажут Путину: Путин, елки-палки, смотри, как хорошо торгуем, давай, принимай условия, заключай мир, и надавят на президента России. То есть абсолютный такой понт. Но сегодня какая-то странная чехарда пошла из заявлений. Значит, во-первых, из хорошего для Украины: 88 миллиардов евро на 7 лет есть для Украины у Еврокомиссии. Это вот подсчитали, сказали: смотрите, класс, то есть деньги есть. Но вот как-то с механизмом Европа не шибко согласна. Значит, чехи говорят: не хотим мы покупать оружие, потому что у нас как бы свое, мы, чтобы у себя развивать производство. Французы говорят: слушайте, это, конечно, замечательная идея покупать у американцев оружие для Украины, но мы в этом участвовать не будем, ибо, да, у нас есть, там тоже свое, как бы, оружие. Ладно, там Чехия, Франция, там, бог с ними, может быть, там, да, как бы в стороне, но выходит Мелани, да, и Италия точно так же, собственно, в итальянской прессе точно так же об этом упоминается, говорят, что не-не-не, стойте, мы тут производим эти сампти, да, мы не хотим, как бы, чтобы деньги уходили, мы хотим там сами продавать, сами производить. Почему американцы? Ведь должно же быть наоборот, думает себе европейский промышленник. Американцы дают деньги, мы клепаем эти сампти и другие средства и чего-то отправляем в Украину. А так получается наоборот. Это все мы должны достать из своего кармана, а американцы будут, получается, в прибыли. Короче, знаете, как вот это вот у Булгакова, да, хорошие москвичи люди, но квартирный вопрос их испортил. Судя по всему, здесь тоже денежный вопрос очень серьезно повлиял на вот этот механизм, предложенный Трампом. Получается, что не выгорает, остается одна бедненькая Германия, на которой уже все повесили, и вот на нее одни надежды у Украины в плане продолжения войны. Вы так подробно достаточно изложили суть того, что произвел, собственно, Дональд Трамп сейчас. Дональд Трамп сделал следующее объявление. Внимание, вместо объявленной ранее Третьей мировой войны состоится большая глобальная ярмарка вооружений, американских вооружений, дорогие друзья. Вместо войны будет ярмарка.
То есть, я никуда не ухожу, я вовсе кончайте тут стонать и плакать и обвинять, что я кого-то там бросил Украину, бросил Европу. Я никого не бросаю. Просто то, что я раньше, мои предшественники глупо давали на халяву, не считая денег наших налогоплательщиков, я просто буду давать за адекватные деньги. Вот сейчас несколько уже экспертов с американской стороны выступило с пояснениями, да, что вы все равно не сможете производить оружие того уровня, которое мы производим, и такой эффективности. Вам все равно деваться некуда. Вы походите по рынку, поищите еще, где такое оружие. Вы же ничего не найдете. Да? Поэтому мы будем производить, вы будете покупать за собственные деньги, 100% предоплата, ничего в кредит. И после этого купили, рассчитались, везите на Украину и отдавайте. Да? И смотрите за результатом. Что вам не нравится? А вы что, хотели и дальше на халяву? Не будет халявы. Вот. Производим, продаем и смотрим на результат, ждем следующих заказов. Вот, собственно, смысл того, что проделал Дональд Трамп. Более того, он пригласил туда Рютте, этого ловкого такого комивояжера европейского. Урсула фон дер Ляйен сейчас главный идеолог европейской войны и нового европейского милитаризма, так сказать, лицо официальное, а Рютте комивояжер. Он продает как бы идеи, исходящие из Новой Европы, и пытается наладить отношения между продавцом и покупателем. Вот, собственно, Рютте все это принял и вернулся в Европу исполнять. А Трамп назначил Уитакера, это представитель Соединенных Штатов при ООН, быть таким официальным торговым представителем и следить за продвижением американских вооружений на европейские рынки и за своевременной оплатой. Самое главное, чтобы он оплату взимал, чтобы там никто в должниках не сидел. Вот и все. И что это еще, кроме бизнеса? Это нечто еще более важное. Здесь над нами незримо сейчас появляется над нами и вами тень великого Генри Киссинджера. Да? Объясните, интересно. Да, я вот сейчас тут занимаюсь мемуарной работой, поднимаю старые свои записи рабочие, фотографии перебираю. Я вспоминаю контакты со стариком Генри. Относился к нему с большим уважением, интересом. Мы встречались и в Штатах несколько раз, и я приглашал его в Москву. Тогда была такая возможность. Устраивали дебаты, имел возможность с ним полемизировать, беседовать. Вот я выделил сейчас для себя, я потом это все в книге какой-нибудь опишу поподробнее, 3 урока Генри Киссинджера. Один сейчас напомню. Это называлось Transfer of Responsibility. А точнее так, это называлось Interval of Transfer Responsibility. То есть, это интервал передачи ответственности. Вот о чем он говорил. Главное, если ты видишь, что конфликт, в который тебя ввела судьба, втянула, проигран, разгляди это заранее, пойми это заранее и вовремя произведи вот эту операцию, соблюдая интервал передачи ответственности, чтобы не ты отвечал за неизбежный финал. Бесполезно трепыхаться, бесполезно пытаться еще что-то бросить в этот костер. Все уже проиграно. Поэтому передавай ответственность раньше, чем катастрофа стала очевидной для всех. Вот, собственно, чуть подробнее это обсуждалось на классическом примере, вошедшем во все учебники. Это выход Соединенных Штатов под руководством Киссинджера из Вьетнамского конфликта. Когда вот этот интервал передачи ответственности был прекрасно обеспечен, 2 года он продолжался для Штатов. В 1973 Соединенные Штаты рукой Киссинджера подписали Парижские мирные соглашения,
по которому войска были выведены, и произошла передача ответственности Южному Вьетнаму, которому продолжалась некая помощь, угасающая постепенно помощь, но не мгновенно остановленная. Да? И только через 2 года это правительство рухнуло. А Киссинджер знал, что оно рухнет уже тогда. Более того, как выяснилось, он с соперниками Южного Вьетнама, с Северным Вьетнамом, тайные консультации тоже провел и предупредил их: ребята, если вы не хотите, чтобы мы возобновляли бомбардировки, а мы не будем их возобновлять, мы дадим вам возможность добороться, но вы дайте нам достаточный интервал передачи ответственности. Interval of transfer, responsibility transfer. Дайте нам достаточный. И они ему дали. И, кстати, после этого это же подтвердил потом представитель Северного Вьетнама о том, что такого рода закулисная договоренность была. Вот, собственно, сейчас перед Трампом стоит аналогичная задача. Надо обеспечить Соединенным Штатам украинизацию и европеизацию вот этой войны, выйти из роли главного действующего лица, которое ведет пока еще прокси-войну с Россией руками украинцев. Вот выйти из этой роли, она провальна, и конец уже понятен, и передать эту роль главного противника, ведущего прокси-войну руками украинцев с Россией, Европе. Европеизацию осуществить, ну и украинизацию соответственно. Ну, а в Европе мы видим, создать достаточный интервал снятия ответственности для себя, и пусть все рухнет таким образом, что на Трампа ответственность уже не ляжет. Он сказал: да я же все поставлял, вот сколько оплачивали, я все поставлял. Я же не посадил вас на голодный паёк. Если вы мало купили, но это ваше дело, вы денег не нашли. Вы были жадными. У меня внезапный... Вот такая ситуация сейчас возникла, почти по Киссинджеру. У меня внезапный разворот темы. Сегодня Песков делает заявление с призывом все стороны, ну, какие только возможно. Я так понимаю, это США, это Европа, это, ну, скажем так, партнеры. Я тут небольшая оговорка у меня произошла, ошибочка вышла. Значит, не только, ну, в плане Европейского Союза, да, получается, только Германия дойная корова, и она будет это все как бы оплачивать, но с точки зрения континента Германия и Британия. Ну, то есть немцы и британцы, вот остались только они, потому что все остальные как-то вот, в общем, метаются и говорят: ребята, не-не-не, идея, конечно, хорошая, чтобы мы платили за оружие, американцы как бы брали деньги и мы там отправляли в Украину, но что-то в этом не то. Мы хотим сами заработать. Ну, то есть, в смысле, взять и заплатить. Ну, такие скряги. Но я внезапно хочу как бы развернуть беседу в сторону Стамбула. Значит, Песков говорит: давайте давите на Киев, чтобы начался 3-й раунд переговоров. А Стамбул-то заглох. А как бы идут эти обмены, ну и пускай идут, там 600 человек осталось, по-моему, да, из тех договоренностей, которые были. А как пели, Сергей Борисович, как пели, что вот сейчас доменяем, вот сейчас, а потом чуть ли там не встреча Путина, Зеленского и Трампа. Вообще глухо, вообще. Умеров, который возглавляет украинскую переговорную группу, отправляется, судя по всему, ну посмотрим, как еще там карта ляжет, но, судя по всему, отправляется в Это гуманитарная операция, воссоединение семьи Умеровых. Вы, пожалуйста, не спорьте. Воссоединение на территории Соединенных Штатов семьи Умеровых. Нет, это ну, же смотрите, гуманитарная операция. То есть абсолютно какая-то там черная дыра Стамбула. И, получается, российская сторона цепляет эту тему, подсекает и вытаскивает на поверхность. Говорит: слушайте, не хочет Киев говорить. Говорили, а тут раз и в кусты. Давайте вытаскивать, выкуривать их из кустов. Есть ли перспективы Стамбула и связана ли вот эта 50-дневка, ну, с мирными переговорами конкретно в этом формате, двухстороннем? Ну вот тут вы вытащили из пруда жирную рыбу. Этот самый 50-дневный ультиматум. Кому и зачем он предъявлен? Все тут же кинулись, я имею в виду европейскую мейнстримную прессу, кинулись утверждать, что Трамп грозный ультиматум наконец-то выдвинул России. Вот тебе, Россия, 50 дней то ли на завершение конфликта в целом, то ли хотя бы на перемирие без всяких условий, о котором раньше шла речь. А если ты этого не сделаешь,
то хозяин Кремля, то тогда нечто страшное произойдет. Гнев будет ужасен. Да, вот это такая новая мелодия появилась, но тут очень любопытная вещь. Тут же выявилась. Действительно, вот каким образом Россия дипломатически легла на крыло. Со стороны России прозвучало: так мы готовы. Мы готовы даже 50 дней не ждать. Мы готовы подписывать вот буквально на ближайшие 2-3 дня. Подписывать. Вот они условия, которые мы, как и положено, нормальным партнерам огласили, предъявили в письменном виде. Кстати, по нашему требованию произошло предъявление условий в письменном виде в Стамбуле. Да? И вот на этих условиях мы готовы подписывать хоть завтра. И перемирие с выходом на мирный договор. Правда, по поводу мирного договора надо понять, кто его от Украины будет подписывать. Но это как бы отдельная история. Да? А что? И мы готовы ехать и на эту тему договариваться. Во-первых, где согласие Украины на третий раунд, чтобы обо всем этом поговорить? Что мы в течение 50 дней вместе с Украиной на эту тему можем сделать? Мы же не можем одни поехать в Стамбул и в одиночестве там 50 дней ждать. Да? Согласия от Украины нет на третий раунд стамбульских переговоров. И вот Трамп потребовал, как нам говорят, хотя от самого Трампа мы этого не услышали, но Трамп потребовал, чтобы Россия то ли мир установила, то ли перемирие за 50 дней. Да? А на каких условиях, не сказал. Может быть, у Трампа есть встречные условия. Вот у него есть наш Стамбульский меморандум, а может быть, там ему там не нравится, вот это ничего, это пойдет, тут немножко поправим, а вот дополнение я хотел бы того-то. Ну, так пусть он это опубликует. Вот есть меморандум России, есть некий текст от Киева, пусть появится план Трампа. Да? И к этому пусть он привяжет свои 50 дней. Тогда появится какой-то материал для осмысления и переговоров. Но этого же нет. Поэтому на наших переговорах, пожалуйста, хоть завтра. Что касается 50 дней, ну, проживем эти 50 дней, и тогда посмотрим, может быть, за это время что-то прояснится. Или у Киева прояснится, или у Трампа прояснится. Вот, собственно, такой был ответ на этот якобы ультиматум. А мне-то кажется, что этот ультиматум Трамп сформулировал для себя. Не для Путина и даже не для Киева, а для себя. Во-первых, он хочет дать еще повоевать. Помните этот его принцип, что пацанам, которые там дерутся, то ли в подворотне, то ли в песочнице, ну, не думаю, что в песочнице, все-таки в подворотне дерутся, надо дать какое-то время для того, чтобы все-таки выяснить, у кого кулаки круче. И когда это уже будет почти ясно, когда один будет лежать, а второй поставит ногу на горло, вот тогда надо вмешаться и смертоубийство предотвратить. А так пока надо дать повоевать еще. И он на эту тему хочет интервал в 50 дней. А за это время он поработает над другими сюжетами. Вот над тем, как раз как обеспечить выход, окончательный выход Соединенных Штатов из вот этой роли главного противника России в прокси-войне, и как обеспечить, надежнее обеспечить, закрепить вот этот тренд на европеизацию и украинизацию конфликта, обреченного на поражение. Вот, собственно, этим он и займется. Сергей Борисович, если посмотреть и как бы немножко подцепить вашу тему, которую вы так вскользь сказали, что а с кем подписывать договор. Сейчас большие изменения в Украине, во власти. Премьер-министра меняют. У нас теперь тоже Юля будет. Ну, другая. Не та, которая была, а другая Юля. Но принцип отбора понятен, да. Ну, значит, и там Шмыгаль будет министром обороны. То есть, получается какая-то странная история. Все, конечно, указывают на эту чехарду, что если вот такая смена, то это как бы отставка правительства, а это штука коалиционная через парламент, но это все в ручном режиме делает Зеленский. В общем, получается очень интересный пазл, который вот если сложить ну, таким образом, да, таким своеобразным, да, то тоже может и Россия использовать в том плане, что
В общем, президент недостаточно, по их мнению, легитимен. Кабмин, получается, тоже, вот сейчас там перестановки, нелегитимны. Верховная Рада, нарушившая Конституцию, тоже, вот, собственно, все, в общем, одним миром мазаны. Получается, и не с кем говорить. С кем будут тогда подписывать вот эти договоренности? Ну, давайте тоже попытаемся это как-то упорядоченно разложить. Что понятно абсолютно? С Владимиром Зеленским никто договариваться о финале войны, то есть о мирном договоре, не будет. Независимо от того, каким образом будут оформлены его полномочия. Это уже абсолютно понятно. Этот выбор сделан в Кремле, и вот то ограниченное мое общение, которое у меня существует, оно однозначно это подтверждает. Никаким образом. Промежуточные документы, да, обмен живыми и мертвыми, да, может согласовываться с Владимиром Зеленским, а вот жизнь живых после войны ни в коем случае нет. Это уже другие люди. И сейчас действительно довольно интересно, кто могут быть эти живые люди, кто может обеспечивать транзит, потребуются какие-то транзитные фигуры, которые зайдут и организуют выборы и референдум. Мы во время нашего прошлого диалога об этом говорили. И потребуются люди, которые зайдут в ходе выборов и референдума и исполнят то, за что граждане проголосуют. И тут, конечно, не должно быть ошибок, хотя вот украинцам в политическом выборе, ну, не только им, но в данном случае нас волнует их ситуация. Украинцам свойственно ошибаться фатально. Причем не учиться на ошибках, сделанных в ходе выборов. А выборов у них было достаточно много, и вроде бы возможность научиться была. Вот увидим сейчас, учтены ли были уроки. Так вот, что касается появления новых лиц в правительстве. У Верховной Рады еще есть остаточная, хоть и угасающая легитимность. Есть соответствующие конституционные зацепки, на основании которых можно утверждать, что полномочия не прекратились, несмотря на истечение срока. И если таковые сохраняются полномочия, то, соответственно, часть из них упадет, часть вот этой легитимности остаточной упадет и на вновь назначенную премьершу. Может ли она в какой-то мере сыграть вот такую роль связующего звена? Может, если осознает себя самостоятельной в этом качестве. Ну, Если это она юмор. будет исключительно инструментальной, если она будет просто исполнять обязанности, ну, тогда пройдет, как с белых яблонь дым, бесследно. Это я не знаю этого человека, не следил за его биографией, не берусь судить о потенциале, вам здесь виднее, но сейчас возможности есть у многих. И идет такой кастинг судьбы. Вот ты сможешь стать героем момента, значит, молодец. Собственно, такую уникальную возможность стать героем момента в свое время использовал Зеленский, но мы все видим, как он этой возможностью распорядился. Ну, смотрите, с одной стороны, понятное дело, там, что, понятно, Свириденко это абсолютно, скажем так, ну, об этом четко уже там, говорят и депутаты, и аналитики. Короче, это Ермак, да, это усиление Ермака, это конкретное... А вдруг она обрежет пуповину? Вот, понимаете, в чем дело? И тут Никогда нельзя быть уверенным. Тут такой достаточно, действительно, очень интересный момент. Потому что, да, там молодая, да, там, ну, собственно, управляемая, да, вот там она... Молодая – это хорошо на самом деле. Ее именно подпись стоит под этой ресурсной сделкой с американцами. Да. Первый там уже объект, они его расчертили по земле, и там рудник в Днепропетровской области. Значит, точно так же уже есть там передача фонду американскому терминала в Одессе, зернового. То есть, ну, мы понимаем, процесс идет.
Ну, конкретно по этому документу. Это все тестируется, это все опробуется, идет война, понятное дело, по поводу ресурсной сделки. Но тут же тоже очень интересный момент. Ее же, ну, надо брать быка за рога, то есть и вполне себе входить в историю. Не как человек помните, это классическое выражение советских времен, железная жопа, да, как Шмыгаль, который пересидел уже Азарова, то есть, ну, на своей позиции. Там не отсвечивал, очень, так, скажем так, всем удобен был, а теперь он отправляется в Минобороны. А что-то, как бы, вот, преподнести Вот теперь, себя. видимо, в порядке благодарности поставили на кормление. Ну, судя по всему, так. Значит, как вам видится ситуация на фронте? Многие пишут о том, что Путин за эти 50 дней будет забирать то, на что претендует. Ну, имеется в виду конституционная территория Российской Федерации, которую он внес в рамках последних изменений, присоединив всю Херсонскую, всю Запорожскую, ну и, понятно, Луганскую, Донецкую области. Если позволите, сначала вот вы упомянули Одесский зерновой терминал. Чем любопытен этот эпизод? Это один из крупнейших, а может быть, если посмотреть сейчас на другие, то может быть и самый крупный зерновой терминал на Черноморском побережье под контролем Украины, под контролем Киева. Мощный на 5 миллионов тонн зерна перевалки в сезон. Там ведь какая ситуация? Все это замаскировали под банкротство. Хотя, на самом деле, поскольку терминал действительно коммерческих операций не осуществляет, а текущие затраты несет, и, может быть, там и закредитован был каким-то образом, то понятно, что ситуация де-факто банкротства существует не один день и даже не один год у этого терминала в период войны. А что другого он мог сделать в это время? Да? Но вдруг решили реализовать это самое банкротство, и в формате банкротства, то есть по остаточной некой стоимости, все это вручить там 2 американским фирмам очень интересным. Почему вдруг американские фирмы, они что-то ведь обязаны будут заплатить? Не пройдет сделка просто так вот, да, в виде подарка. Они заплатят. И почему эти американские фирмы заплатят эти деньги, на что они рассчитывают? Ведь если война продолжится, этот терминал может и сгореть. Ну, мало ли что, куда там ракета отклонилась и упала. Или сбили ее неудачно, пролетавшую мимо. Он может сгореть, он может быть полуразрушенным, он может быть обесцененным. Поэтому, если американцы вкладывают деньги, надо, кстати, присмотреться, что за американцы, пока не могу сказать, и действительно ли это американцы. А может быть, не только юридические американцы. Так вот, если люди в любом случае вкладывают деньги, которые уйдут в значительной мере в бюджет, то тогда они что-то знают. И они на что-то рассчитывают. И они это делают не для того, чтобы потерять все и обанкротиться, все вложенное. То есть, они предполагают, что в ближайшее время терминал сможет заработать и отбить вложенные деньги. Поэтому поставим здесь просто галочку пока что для себя. Люди рассчитывают на некую близкую довольно новую ситуацию, в которой терминал начнет приносить прибыль. А это может быть только ситуация мирной Украины и мирной экономики. Теперь, что касается фронта. Фронт движется, как и двигался раньше. Одни говорят, ну, очень медленно. Это постоянная такая, знаете, легенда трубадуров войны. Ну что вы, можно еще десятилетиями воевать. Посмотрите, как медленно движется фронт. Мы уже касались этой темы. Я говорил, что эта война не на быстрое продвижение фронта и не на красивые прорывы со стрелками разноцветными на карте, а это война на обрушение системы. И вот появилась в этой войне довольно любопытный фронт. Это нанесение ударов по ТЦК. Вот эта людоедская политика ТЦК, вызывающая откровенную массовую ненависть в украинском народе, это ахиллесова пята пока еще сохраняющейся системы обороны Украины. Это ее ахиллесова пята. Потому что уже сейчас эти ТЦК
людоловы с людоедами пополам не справляются. Они уже сейчас поставляют человеческий материал, эти снаряды человеческие, которые надо забить в пушку и выстрелить один раз. Так вот, эти снаряды человеческие, живые, они поставляют медленнее, чем происходит убыль солдат на фронте. То есть, в чистом виде по балансу уменьшается численность ВСУ. А вот если сейчас в результате неких ударов и в результате того, что от стычек на кулаках с участниками ТЦК где-то люди будут переходить к вооруженному сопротивлению, причем женщины могут переходить к вооруженному сопротивлению. Это они набрасываются на ТЦК и получают от них удары. Они в конце концов могут начать стрелять. Ведь боевые довольно женщины, судя по их поведению. Так вот, если обрушится вот эта система людоедская ТЦК, если она начнет коллапсировать, то вот тогда от этого события-детонатора посыпется и вся остальная система. И ход событий резко ускорится. Собственно, вот такого рода, это не единственная уязвимость, но это самая яркая. Она всем видна, она абсолютно безусловна. Есть менее видные уязвимости, которые тоже усугубляются. Но вот это видна всем, и тот, кто имеет голову на плечах, он должен понять, что никаких десятилетий в запасе у вот партии войны украинской нет. Счет идет на месяцы. Тут очень еще один интересный эпизод. К нему по-разному относятся, двояко. С одной стороны, это такая извечная борьба Орбана конкретно. Да? То есть мы уже привыкли, что он там пытается не голосовать. Ну, во-первых, да, 18-й пакет не приняли санкции против России, не договорились. Тоже симптоматично. Это во-первых. Во-вторых, значит, тоже такой показательный эпизод, когда Венгрия берет эту тему с мобилизацией и поднимает ставки, раскручивая достаточно серьезно. В ТЦК на Закарпатье убили мужчину. Ну, скажем так, понятное дело, написали, что плохо стало, там чего-то такое. Да. Ну, все понимают. Но у мужчины оказалось два паспорта, венгерский и украинский. И венгры, его память у посольства Украины, как венгерского гражданина, помянули, да, то есть его вышли с акцией, с плакатом «убийцы» вышли и так далее. Ну, казалось бы, акция и акция. Ну, подумаешь, там побудоражили население, никто особо даже внимания не обратил, это какая-то внутренняя история. Но потом за этой внутренней историей, эмоциональной акцией пошли конкретные четкие действия. Очень интересное на самом деле. Значит, выходит Сиярта и говорит, смотрите, и сам Орбан говорит, а как может эта страна стать членом Европейского Союза, где происходит вот это, где вот так относятся к человеку, к правам человека и так далее, и так далее. И более того, вот это людоловство стало тоже предпосылкой. Это еще одно очень интересное заявление Орбана, который говорит, что, ребята, а я вот поеду в Брюссель и буду лоббировать санкции против руководства Украины по этим эпизодам. Санкции Европейского Союза против руководства Украины. Повод формально вообще стопроцентный. Ну, то есть, смотрите, что происходит. Государство убивает своих граждан. То есть, абсолютно такая, знаете, такая дикость, шизофрения какая-то. Тут Европа торгуется, кто будет покупать оружие, поставлять, выделяет 88 миллиардов на 7 лет, а тут санкции против руководства за бусификацию. Понятное дело, что многие скептически относятся это как к внутриполитической игре, мол, Орбан немножко так повыступает, потом получит от Еврокомиссии какие-то деньги на Венгрию уже и успокоится, отползет. Однако, судя по всему, замах такой достаточно серьезный на рубль, а выхлоп будет на копейку. Гибель этого венгра, который попался в лапы ТЦК и был забит до смерти. Можно было, конечно, спустить на тормозах Орбану, вот как вы сказали, там на что-то обменять, молчание по этому поводу или нет. Но видно, что этого не случилось. И сам Орбан, и его верный соратник и, видимо,
в будущем преемник Петр Сиярто, они решили эту тему довести до конца. И это очень серьезный еще один сигнал. Во-первых, они будут настаивать на полноценном расследовании. Они будут настаивать на том, чтобы венгерские исследователи приняли участие в расследовании, получили доступ к первичным материалам. Они будут подавать в суд в случае отказа в допуске к расследованию или в проведении расследования. И они, да, будут настаивать на санкциях. Понятно, что добиться многого не получится в силу вот такой круговой поруки, что бы ни сделал Киев и по какому поводу, даже если будет убивать десятками европейских граждан, он имеет на это право якобы по господствующей сейчас в Евросоюзе идеологии, и он будет прикрыт услужливой Урсулой фон дер Ляйен. Но само внесение этого дискурса вот в европейское информационное поле и продвижение этого дискурса, и присоединение к нему каких-то, может быть, новых эпизодов, да, это будет очень серьезную эрозию производить в имидже режима Зеленского и его корпорации войны как неких пострадавших, которые борются за справедливость, ради которых ничего не жалко и которым все можно. Вот эрозия этого имиджа существенно ускорится благодаря тому, что Орбан, Сиярто и в целом Венгрия, и активисты, которые венгерские сейчас на улице выходят с именем этого венгра, вот, они произведут этот психологический надлом. Замалчивать это будет крайне сложно, поскольку это происходит абсолютно легитимно внутри Евросоюза и по очевидному поводу. Вы даже расследование не производите, вы даже венгров не допускаете к этому расследованию и так далее. То есть здесь, конечно, это очень серьезное такое выстрел в собственную ногу, но рано или поздно, учитывая тот беспредел, который учиняют эти опричники Зеленского в виде ТЦК, рано или поздно этот эпизод должен был произойти. Он просто висел в воздухе, и я не уверен, последний ли это эпизод. Значит, я бы хотел завершить наш с вами разговор, ну, какой-то перспективой, что ли. Меня, кстати, и на стримах, там, в проекте «Шум» тоже там спрашивают и говорят, а как, поменялся, мол, прогноз или не поменялся, что в этом году война закончится. Я остаюсь все-таки приверженцем прежней позиции, что в 25-м война уже закончится. А вы? Ну, я чуть осторожнее это формулировал, в течение года, но года не в привязке к 1 января, года как 12 месяцев, да, и поэтому счет идет не на годы, а на месяцы. Да, думаю, что в пределах вот такого 12-месячного срока завершится военная часть, потому что там дипломатическая и какие-то авторшоки еще продлятся. Но основная военная часть завершится. Я пребываю в этом убеждении. Все, что я вижу, анализирую ежедневно, все, что укладывается в мою логическую систему, все говорит об этом. Я не вижу никаких контрфактов, никаких опровержений, фальсификаций, как говорил Томас Кун. То есть каких-то вещей, которые один только пример приводишь, и он фальсифицирует, то есть обнуляет всю твою систему доказательств. Вот ничего такого не вижу, не нахожу. Если кто-то увидел, укажите. Но вот вы сказали о том, что нужно говорить о будущем. Очень правильно, Александр. И вы знаете, я должен сказать о нашей с вами ответственности и об ответственности тех людей, которые вот примерно в этом русле мыслят. Нам крайне важно сейчас, в последние месяцы этого тяжелейшего и трагического военного конфликта между очень близкими народами, не будем сейчас соревноваться в терминах, очень близкими народами. Так вот, в эти последние месяцы трагического конфликта надо сохранять общее гуманитарное пространство. Надо не допускать некого озверения, взаимного расчеловечивания, создания образа некого смертельного врага на века вперед.
что, дескать, мы обречены все равно, даже если война прекратится, это все равно финал будет признан несправедливым, все равно поколения будут вырастать с ощущением оскорбленности, униженности, с жаждой реванша, кровавого реванша. И вот, дескать, теперь уже никогда. Никогда вместе, никогда в мире, никогда в братстве и сотрудничестве. Вот надо сохранять ответственным, мыслящим, грамотным, политически трезвым людям сохранять вот это общее гуманитарное пространство. Нам нужно поддерживать диалог, нам нужно говорить о мирном будущем, которое уже рядом. Надо его конструировать мыслительно. Вот в этой связи давайте подумаем, как лучше и как, может быть, успешнее это сделать. Хотя вот такого рода беседы, как у нас с вами, это правильный ход, но, возможно, сейчас уже этого недостаточно. Возможно, сейчас время от нас требует чего-то большего. Я не готов выдавать рецепты, но я думаю в этом направлении. Сергей Станкевич был моим собеседником сегодня. Спасибо за время и мысли. Мира и благополучия. Друзья, берегите себя. Всем добра и света. Увидимся.